Салют! Поздравляю, вы смогли установить и запустить эту игру. Теперь остается понять, что в ней делать дальше, чтобы из-за непонимания быстро не удалить ее. Игра является сложной для освоения, имеет много особенностей и нюансов. Поэтому новичкам важно усвоить и понять саму суть и принцип игры, с чем я вам и помогу. Кроме этого, я буду откидывать для новичков ненужную информацию на первом этапе знакомства с игрой и давать советы, на что следует обратить внимание в первую очередь. А для того, чтобы сесть на лошадь и поскакать, нам еще предстоит пройти целый этап создания игры с выбором города, героя, уровня сложности и так далее. Нажимаем «Новая игра», и здесь у нас два варианта. Один игрок, несколько игроков. Пока вы еще только начинаете свое знакомство с игрой, нет смысла играть с другими людьми, даже с новичками вроде вас. Удовольствие от таких игр не получит никто, когда вы еще не знаете, куда толком нажимать. Обзор на онлайн-лобби и регистрацию в нем в этом видео мы делать не будем, поэтому просто нажимаем «Один игрок». Попадая сюда, мы не спешим нажимать «Начать», хоть нам и очень хочется. Нас интересует кнопка выше «Случайная карта». Нажимаем, у нас открываются настройки случайной карты. Сейчас мы их трогать не будем, вернемся к ним чуть-чуть позже. Нажимаем дальше на кнопку «Дополнительные опции». Здесь у нас уже появляется возможность выбирать, за кого мы хотим играть, и возможность настраивать нам противников. Приступим к выбору, за кого мы будем играть. Многие новички используют стрелочки лево-право, выбирают вот так вот себе усердно, за какой город они хотят поиграть, потом также ищут себе героя, но это очень долго и неудобно. Просто нажмите на изображение левой кнопкой мыши, и у вас высветятся все иконки городов, вы нажмете на определенный город, и у вас высветятся справа все доступные герои этого города. А если вы нажмете правой кнопкой мыши на определенном герое, то у вас высветится информация о данном персонаже. Героев мы с вами разделим на две категории – маги и воины. Нас не интересует, чем, например, отличается какой-нибудь священник Калберт от Тодда Изобретателя. Конечно, есть определенные города и герои, которые легче для освоения новичкам, есть которые сложнее. Я дам здесь только какие-то базовые рекомендации, вы уже выбирайте сами, потому что самое важное это, чтобы вам нравилось играть на определенном городе с его армией, с его особенностями. Города я вам разделю на две категории. Города воинов и города магов. Города воинов будем помечать красным цветом, города магов синим. Понятно, что есть некоторые города, где можно отыграть и так, всякие нюансы. Нас они не интересуют, нас интересует просто самая основа, самая база. То, что больше всего в ходу и как оно происходит вообще в реальности, когда вы играете с другими игроками. Поэтому выбираем, смотрите и запоминайте. Теперь уже остановимся на выборе героев в каждом конкретном городе. Героев номер один мы будем помечать зеленым цветом. Героев, которых можно взять, но их обычно не берут, мы будем помечать желтым. И героев просто, которые там по иконке, может, кажутся прикольными, но с ними нечего делать в игре абсолютно в основном. В большинстве игр они будут помечаться оранжевым цветом. Итак, поехали. Первый город у нас будет замок. Здесь у нас вне конкуренции один герой, это Валеска, потому что у нее стартовая армия арбалетчики дальнего боя, все. И специализация арбалетчики. Кроме этого, у нее во вторичных навыках лидерство и стрельба. Самое важное здесь это именно стрельба еще. В целом, если мы говорим о выборе героев среди воинов, то очень важным показателем является наличие у него юнитов дальнего боя, потому что они вам очень упростят игру, особенно на ранней стадии. Здесь это только один герой — Валеска. Переходим к следующему городу, это у нас Оплот. Здесь у нас вне конкуренции будет Ивар. У него специализация эльфов, это тоже дальний бой. Они у нас есть в стартовой армии. Кроме того, у него два вторичных навыка очень сильных. Это базовая стрельба и базовое нападение. Следующий город у нас Башня, это город магов. И здесь у нас самым лучшим героем для выбора окажется Салмир. С своей специализацией цветная молния, это сильное заклинание, которое у него будет в книге заклинаний уже со самого начала игры. Дальше у нас идет с вами Инферно. Здесь мы выбираем Калха, потому что у него есть гоги и стрельба. Дальше у нас следует вновь магический замок в целом. Это Некрополис. Здесь можно отметить двух героев. Это Тант со своей специализацией поднять мертвецов. И Эйслин со специализацией метеоритного дождя. Лучше выбирать на начальном этапе Эйслин, потому что именно это заклинание наносит урон по области, в отличие от этой специализации, которая воскрешает ваших юнитов. И то не всех. Дальше у нас следует один из самых сильных магических замков в игре, называется он Темница. Здесь у нас очень много хороших героев. Это Аламар в первую очередь и Джедит. Они имеют специализацию воскрешения, которая позволяет воскрешать большинство юнитов в игре.
Это заклинание отличается от заклинания поднять мертвецов, потому что поднять мертвецов позволяет поднимать только нежить. На других юнитов данное заклинание не будет работать вовсе. Кроме этого, здесь есть хороший герой Димер, у которого также в специализации метеоритный дождь. Кроме этого, есть еще один герой Шакти, у него специализация троглодиты, и в стартовой армии только они. Хорошие вторичные навыки в виде нападения и тактики. Этот вариант хорош тем, что у него однородная армия, которую вы можете объединить в один ударный стек и пробивать на начальном этапе определенные объекты более просто, чем если бы вы это делали другими героями. Следующий город у нас город воинов, Цитадель. Здесь есть два хороших героя, это Крэкхэк со специализацией нападения и Гундула, у которой тоже специализация нападения, и кроме этого еще в заклинаниях есть свиток медлительности. Здесь у них уже армия разношерстная, но у них все равно там есть юнит дальнего боя в виде орков. И герои дают большой бонус к атаке, поэтому они все равно пробивают большое количество врагов. Следующий у нас город, это город воинов, но больше специализирующихся уже на защите, а не на нападении. Из них можно выделить у нас Дрейкена, у которого специализация гнолы, и в стартовой армии только они. Это юниты ближнего боя. Немного похож он на Шакти с троглодитами. И второй герой это Вистон, у которого специализация ящеры, это лучники дальнего боя. Они у него также, только они в стартовой армии, и во вторичном навыке у него есть стрельба, что очень важно. Следующий город у нас сопряжение, магический город, где много хороших героев под разные стили игры. Я остановлюсь кратко просто на тех, которых обычно берут в онлайне. Это Луна, топ-1. Потом это будет Гриндан, потому что у него есть базовая магия Земли, и сразу в свитках есть медлительность, это очень важно. И есть Лабетто, у которой просто есть магия Земли уже во вторичных навыках в начале, но это тоже очень сильно. Но мы с вами будем останавливаться на Циэле, который также является сильным магом. У нее в специализациях есть волшебная стрела, на ранней стадии она очень помогает пробивать вражеских юнитов. Это если вы хотите поиграть на маге. Или вы можете взять Пасиса или Манера, у которых есть в стартовой армии два отряда воздушных элементалей, которых вы можете улучшить до элементалей шторма, которые превратятся в юнитов дальнего боя, и вы сможете пробивать врагов без потери для своей армии. Следующий город у нас город воинов. Тут у нас можно выделить 4 героя, но для начала игры я рекомендую вам брать Аннабель, у которой специализация пираты, или брать Джереми, у которого специализация пушка, и она у него есть сразу с начала игры. Есть также еще Илар, у которого есть духи океана, и есть Кассиопея. Это наилучший вариант для онлайна, когда вы научились играть. Но вам я брать его не рекомендую, потому что это будет слишком тяжело для освоения, и вам вряд ли это будет очень интересно. Следующий город у нас Фабрика. Здесь я вам выделяю как основного хорошего героя, это именно Генриетта с ее специализацией полурослики. С героями мы разобрались. Еще небольшой момент. Вы можете зажать правой кнопкой мыши на иконке любого города и увидите существ, которых вы можете купить впоследствии, и они станут частью вашей армии. У каждого города они, естественно, будут индивидуальные свои.